всем! Вдохновлением для этого видео послужил ролик Варламова про топ-10 самых уродцев Москвы. Я решил, почему бы не сделать что-то подобное для Киева, но ох и непростая эта задача, у нас полно уродцев. Сделать какой-нибудь более-менее объективный рейтинг уродцев – это невозможная задача, поэтому я вам предлагаю свой субъективный рейтинг. Я подошел к вопросу более научно и создал две категории оценки уродцев. Первая категория оценки — это чисто визуально-эстетическое уродство. Например, это имитация истории, имитация чужой культуры, смешание архитектурных стилей, неправильность пропорций, дисгармония цветов, баланс и прочее. Здание может получить от 0 до 10 баллов. Вторая категория — это насколько красиво и хорошо здание вписывается в прирайонную застройку, а также насколько оно визуально загрязняет горизонт, вид Киева. Неважно, насколько это красивое или некрасивое здание, если оно не вписывается в районную застройку и уродует горизонт города, то оно получит максимально 10 баллов. Да, я смотрю на тебя, 432 Парк Авеню, ты идеальный пример, насколько хорошо ты уродуешь горизонт Нью-Йорка. На горизонте должны поодиночно торчать только купола церквей, памятники, монументы и прочие достопримечательности. Как, скажем, посмотрите на Стокгольм или Прагу, какой у них красивый горизонт города. Также в своей оценке я учитывал здания, только построенные при Украине, и я не учитывал практичность здания. Итак, определившись с критерием отбора, погнали к уродцу на 10 месте. На 10 месте у нас бизнес-центр Европа Плаза, и честно, я его даже не замечал до тех пор, пока не начал делать этот эпизод. Он так гармонично вписывается по цветам и этажности в прирайонную застройку, что его практически не видно. Но стоит подойти поближе. Что это за сложные металлоконструкции, что они должны значить? По мнению архитекторов, это должно выглядеть привлекательно. Винегрет из стекол, арок, колонн, камня, металлоконструкций и вдобавок пластиковые вывески и открытые кондиционеры. Ощущение, что какой-то строительный мусор от другого объекта просто от нечего делать сварили, или там студенты-сварщики практиковались и сварили эту всю конструкцию. За это визуальное уродство он получает максимально 10 из 10 баллов, а во второй категории он получает 1 балл. На 9 месте у нас, пожалуй, привлекательный дом на Грушевского 9А. В категории уродства я ему поставил всего 2 балла, и он вообще бы не попал в этот список, был бы он построен, например, на Поздняках. Только он не был там построен. Этот дом стоит, а точнее торчит, в центральном историческом районе Киева. Это махина жилой комплекс 22 этажа с 2 флюгерами. Максимально уродует горизонт Киева и совершенно не вписывается в районную застройку. И не обошлось без коррупции, разрешено здесь было построить лишь 15 этажей. Мое мнение, здесь даже 15 в этом районе много, может 7 максимум. Не буду долго на нем останавливаться, тут и так все понятно. Пойдем к 8 месту, и на 8 месте дом, от которого у меня кровь из глаз и бомбит. Что это за корпус детского сада, увеличенный в 100 раз? Вы себе можете представить подобный дом где-то, допустим, в Мюнхене, в Бостоне, да где угодно в Европе? Почему у нас разрешили строить такое говно в прицентральном районе Киева? Вообще, компания «Киевгашстрой» по всему Киеву пометила свое присутствие. И еще гордится этим, разместив огромное лого. И ладно, тут этажностью совсем не вписывается в район, и оно выглядит человекоудушающе. Я понимаю, вы хотели сорвать как можно денег, но зачем было его делать таким ярким желтым цветом? Ну и как минимум могли бы уже утвердить правила по остеклению дома и сделать решетки для кондиционеров. Этому дому ставлю 7 по уродству и 5 из 10 по не вписыванию в районную застройку. Итак, идем уже от дома, который меня бомбит, и на 7 месте у нас бизнес-центр Евразия. Отличнейший пример безвкусицы, которая является псевдоисторический стиль. Но этого архитекторам было мало, они решили совместить его с современным стеклянным фасадом. Но и тут они оплошали. Что это за стеклянные хрени, похожие на ракеты? Странной формы цилиндры. Колонны из отражающего пластика, глянцевый темный гранит, маскароны 17 века, арки и колонны древнего Рима. Это типичный Джеки Чан мемасик. Что это? Боже мой, что это?
Если провести аналогию с авто, это как будто, представьте, на современную Ferrari добавили детали со старых машин. Ребята, вы либо строите что-то новое, либо реставрируете старое. Иначе это выглядит пиздец убого и отвратительно. От меня это здание получает 12 из 20. А ведь могли же красиво построить за те же деньги. А на 6-м месте это ЖК Кловский. Я провел опрос на своей инстаграм-странице, нравится ли вам это здание. И 79% ответили да. Пожалуй, передо мной теперь задача объяснить, почему это здание как прыщ на красивом лице. Само по себе оно не самое уродливое в Киеве, это да. Вот если бы оно только находилось в районе с другими высотками, либо было бы на 30 этажей меньше. С такой этажностью в 48 этажей это здание абсолютный лидер не только по высоте, но и по нарушению горизонта Киева. Оно торчит отовсюду, словно маяк, по которому можно ориентироваться, если заблудился в Киеве. Это здание бессовестно ворует наше внимание, хотя не является ни монументом, как Родина-Мать, ни церковью, ни архитектурным творением, которым при таком внимании можно было бы разместить на магните, как сувенир о Киеве. Но нет, это здание настолько уродливое, его ни на один магнитик не разместит. А торчит оно, как Родина-Мать, отовсюду. Понимаете? Из-за этого здания я даже не могу красиво сфоткать лавру на закате. Я надеюсь, после этого видео вы немножко поймете, почему это плохо. Ну и как можно не заметить вишенку на торте? Что вообще происходит с верхней секцией? Почему она черная и так сильно выделяется? Чем руководились архитекторы? Переживали, что его не заметят и решили добавить контраста? Куда уж заметнее. Это ЖК набирает у меня в сумме 13 баллов из 20. 3 в уродстве и максимально по уродству горизонта Киева. На 5-м месте просто монстр безвкусицы. Прошу пожаловать, Подол Плаза. Подол Плаза — это уникальное сооружение, где вы сможете найти римские колоннады и арки, и купола, скандинавский кирпич вместе с современным офисным остеклением, а также удушающие человека масштабы и пропорции. Мы также вас порадуем полным отсутствием балкона для вашего же блага, ибо вы точно не захотите наслаждаться запахом канализации, который там присутствует. Тут уже все сказано. Здание в сумме получает от меня тоже 13 баллов, 7 в уродстве и 3 в гармонии горизонте. А на 4-м месте у нас, по задумке застройщика, это самое элегантное здание в Киеве. Оно так и названо — ЖК Элегант. Но все та же старая история. Вместо разрешенных 26 этажей их оказалось... Пам-пам, 32! Вот так вот, магия рук. Никакого мошенничества. Неудачное цветовое архитектурное решение, низкое качество материалов, громоздкость, нарушение общего ансамбля улицы, портит вид Киева и несочетаемые стили офисного остекления и крашеного пенопласта. Еще знаете, самое интересное, недавно на марше Киева именно это здание активисты позиционировали как эталон безвкусной, хаотичной, уродливой застройки Киева. Кстати, если вы будете гулять рядом с ним, то обязательно пройдете мимо мусорки, мимо недостроенной стройки. Но, как я уже говорил, я не учитываю в этом рейтинге практичность и урбанистику здания. Этот ЖК у меня суммарно получает 14 из 20 баллов. Итак, мы подходим к тройке претендентов. И тройку претендентов у нас открывает Diamond Hill, старший брат дома на Грушевского 9А, тот, что на 9-й позиции был. Знаете, в процессе, как я исследовал материал к этому эпизоду, я наткнулся на эту фотографию, и я подумал, что это фотошоп. Но нет, я там был, я видел, это не фотошоп, это настоящая фотография. Этот дом с его младшим братом, они полностью уродуют красивый вид правого берега. Вот, например, вы можете наблюдать Родину-Мать, Лавру. И что потом? А потом вот этот уродец, а потом еще уродец на Грушевского 9А. Здесь также намного превышенная этажность, абсолютно неуместное и даже варварское расположение жилого комплекса в центральном историческом районе. Только этот дом еще уродливее и безвкуснее, со смешанными архитектурными стилями, без единого балкона, такой вот себе стеклянно-мраморный мавзолей. Получает у меня 15 баллов из 20. 5 в уродстве и по максимуму в визуальном загрязнении Киева. Подбираемся к самому вкусному. На втором месте шедевр.
под названием Липська вежа. И тут тоже не соответствует никаким нормам городского планирования и значительно превышает допустимый лимит этажности для этого района. Помимо этого, дизайн оставляет желать лучшего. В экстерьере здания намешано столько несочетаемых элементов, что хочется поскорее развидеть это олицетворение творческой мысли автора и набросить на него какой-то брезент, чтобы прикрыть этот срам. Вообще, сдалека я сперва было думал, что здание построено в Советском Союзе где-то в 80-е, но, камон, даже для 80-х оно слишком уродливое, а его построили в 2010-м. А еще одно из интересных, то что квартиры здесь стоят миллионы. Если бы у вас были миллионы, вы бы купили здесь квартиру? Почему-то вот эти квартиры, которые там продаются за вот миллионы долларов, они почему-то ценятся, и люди их покупают. Ну вот такой вот вкус у наших людей некоторых, да? Застройщик мог здесь построить реально офигенное здание, которое можно было бы спокойно лепить на магнитик и дарить как сувенир о Киеве. Но нет, построили такое говнище. Давайте теперь пройдемся к зданию на первом месте. И на первом месте, я думаю, я никого не удивлю. Этот дом настолько уродлив, что он даже получил кличку Дом-монстр. Изначально проект выглядел убого и дешево. Пытаться быть похожим на архитектуру, которую проектировали, строили 100 лет назад, это выглядит смешно и дешево. Так что этот проект, который задумывалось ухудшить, было уже тяжело. Но они это сделали. Встречайте! Один-единственный и неповторимый ЖК «Подол Престиж». Па-бам! Сделанный для вас в ядовито-желтом цвете, с низкокачественной архитектурой и псевдоисторическом стиле, с дешевых материалов, которые уже ржавеют и отпадают. И, конечно же, сделано с неуважением к Киеву и киевлянам, и Подолу, и гостям Киева, и вообще ко всем украинцам. Тут, конечно же, по классике, но уже не в той, который дом пытается имитировать. Не обошлось без трюков с этажами, как вы уже поняли. Согласно утвержденному проекту, это здание должно было быть 5-этажное, потом 8 этажей, но потом застройщик еще добавил 4. Были суды, дом арестовали, землю арестовали, но вот недавно в июне суд обязал Даби, архитектурное бюро, ввести этот дом в эксплуатацию. Очень печальная новость. Это будет очень плохо, если его введут в эксплуатацию. Превышена этажность дома. Постройка возведена на участке, размещенных в 5 охранных зонах и граничит с охранными зонами 17 памятников архитектуры и истории. По закону тут нельзя было строить жилой комплекс, должен был быть апарт-отель и бизнес-центр. Также тут строить нельзя было такое здание, ибо под ним расположена линия метрополитена низкого залегания. Если здание заселить прямо сейчас, заедут все люди, которые там могут жить, завезут мебель, то есть риск, что упадет метрополитен. В общем, при такой куче нарушений, как вообще наш суд закрыл на это глаза и обязал вести этот дом в эксплуатацию? Как? Ну ладно, в нашей стране закон не работает, поэтому такое возможно. В общем, если здание ведут в эксплуатацию, это будет плохим прецедентом для всех. Конечно, жалко людей, которые инвестировали в это говно. У нас должны быть принять меры, где такое будет исключено, что инвесторы так горят. Но пока у нас такого нету, инвесторы сами приняли этот риск. Получается, инвестировали в незаконный объект. Этот дом очень красиво уродует весь Подол и набирает у меня 18 баллов из 20. Я ему поставил всего 8 баллов из 10 по росту, ведь, должны признаться, могло быть и хуже. Хоть не пытались здесь имитировать Англию и Париж. И на том спасибо. В общем, это был топ-10 самых уродливых зданий в Киеве. Но, когда я исследовал вопрос, у меня еще осталось много зданий, про которые я вам хочу рассказать, которые не попали в топ-10. Как говорится по-английски, honorable mentions. Бизнес-центр Гефест. Такой себе мини-уродец. Здание не вписывается в историческую застройку Подола. Возведенное некачественно, в псевдоисторическом стиле, с ничтожной лепниной и античными статуями. Удивительная безвкусица. Дальше. Проминвестбанк. Здание слишком громоздкое, сложная форма архитектуры. Гранит, золото, контрастирует с соседними фасадами. Дальше. ЖК Англия. Этому уникальному жилому комплексу удалось объединить два типа имитаций. Чужой культуры и исторической имитации. Причем ни первое, ни второе не сделано качественно. В Англии никогда не было таких панельных 20-этажных уродцев. Напоследок в этом списке у меня клубный дом Андерса. Меня умиляет эта безвкусица, этот расписанный в облаках фасад, который больше
подходит под интерьер фотостудии, что ли. А ведь начало здания выглядит очень круто, такой себе темный современный английский кирпич. Но самое интересное здесь это входная группа, выполнена в стиле стимпанк. Это уже даже смешно, вот какие-то странные кованые детальки. Всем спасибо, я очень рад, что вы досмотрели до конца, я надеюсь, вам понравилось. Поддержите комментарием, я буду очень благодарен. Спасибо всем.